Представители знака зодиака Лев, мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Второй расклад. Узнай будущее. Как меняется ваша жизнь или что будет меняться? Прогноз Таро на 10 дней, на декаду. С 21 по 30 ноября. Давайте узнаем подсказки карт на будущее. Каковы события ближайшего будущего и с чем это будет связано. И я должна сказать, что последняя декада ноября как раз связана с тем, что мы становимся, пожалуй, большими реалистами. Новости, информация, обстоятельства внешние какие-то или события складывают для нас либо новую концепцию реальности, либо наши планы тоже могут меняться. Плутон, мои дорогие, перешел окончательно и надолго в знак зодиака Водолей на 20 лет. И он меняет как и статус, или может изменить наши цели, где-то и в карьере может нам уже захотеться делать что-то иначе, или прежде мы вообще не думали о карьере, а здесь как раз захочется больше уделить внимание тому вашему проекту, который должен быть продолжен, или то, что в вас словно дремало, спало какое-то время, чему вы даже, возможно, не придавали внимания. Вы думали, что это само собой разумеющееся. В первую очередь, мои дорогие львы и львицы, это ваши таланты. И вот здесь мы будем более точно знать свои возможности. Как приоритеты, так и то, что не будет продолжено, что для вас неинтересно, или на что можно уже теперь не рассчитывать и не надеяться. Мы вместе с тем можем остро чувствовать эмоциональный дискомфорт. Все же сам этот период не назовешь достаточно простым. Но, видимо, и эти сложности даны нам для того, чтобы придется разобраться с чем-то, с каким-то вопросом. Или, может быть, для того, чтобы отстроить что-то совершенно новое, нужно выйти из зоны комфорта. Для кого-то это может быть связано даже с некоторым прозрением. Ну, давайте узнаем, что нам подскажут карты. У нас две карты, у нас две колоды. Колода Ленорман, мы достанем 4 карты. И на колоде Таро, это Таро легенд и мифов, мы тоже раскроем ситуацию ближайших дней и зададим вопрос неожиданности или в чем ваша сила. Рассмотрим по основным сферам жизни. Но вначале пусть нам оракул Ленорман покажет направление, чем вы будете заниматься, мои дорогие, в эти 10 дней. И на Таро первая карта у нас будет неожиданность. Неожиданности этого периода. Возможно, это сфера жизни, а возможно и новость, информация или ваше какое-то решение. От чего будете вы отталкиваться? В чем ваша сила, вторая карта? Или что вам помогает? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес, учеба для кого-то. Или документы, финансы, деньги. И все, что связано, возможно, с имуществом. В конечном итоге тоже эквивалент денег. Личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Итак, какие же события ближайшего будущего? Ну, видимо, личная жизнь на последнем плане. Но это карта птицы. С одной стороны, птица – это где-то прообраз информации, но именно здесь та информация, которая больше личной жизни касается. Может быть, это внимание какого-либо человека к вам, или была уже какая-то прежняя история, и вы тоже захотите что-то прояснить. Для кого-то это была история на паузе. И, кстати, вторая половина ноября или даже последняя декада ноября, к нам могут возвращаться люди, словно из прошлого, или просто те люди, которые мы знали их уже, но какая-то неразбериха, путаница была в наших отношениях, словно в паутиной они заросли или как, не смогли друг друга понять. И вот здесь важными какими-то могут состояться для вас разговоры. Или, может быть, по части личной жизни вам нужно просто определиться. У каждого ведь своя история. У кого-то, я допускаю такое, не один партнер, а есть какая-то, к примеру, история, которая, увы, не сложилась. Ну, были отношения когда-то прежде, и они завершились. И теперь вам нужно де юре оформить это, поскольку есть уже
новые отношения или какой-то новый интерес. И есть больше взаимопонимания в другой паре. Вот с этим, значит, тоже надо будет разобраться. Но и в целом карты птицы – это много, опять же, информации, контактов, взаимодействия, причем такого более приятного взаимодействия. Добрая эта карта. Для кого-то это будет показывать о том, что вам придется провести многие разговоры, переговоры. Может быть, вы будете что-то по работе согласовывать, или вы хотите вообще отстроить новую концепцию по работе, возможно, поменять работу. Тогда вы можете как проводить беседы или собеседование, например. И здесь вы оставите о себе более чем очень приятное впечатление. Здесь как раз самое время подать себя, мои дорогие львы и львицы. Это благоприятный период для вас. Давайте посмотрим, что же еще за события. И есть дружба, безусловно. Есть тот человек в вашей жизни, на которого вы можете рассчитывать. И, может быть, это просто друг или подруга, а может быть, это все-таки любимый человек, который не просто любовь, а вот глубокая дружба, привязанность, откровение, искренность. По этой карте очень часто проигрывается что-то доброе и хорошее или какая-то взаимопомощь, но это уже всегда хорошо. Может быть, это, ну, как, знаете, круг единомышленников с учетом птицы и собака. Но я бы сказала, благоприятный, мои дорогие львы и львицы, во внешних обстоятельствах как раз период конца ноября, какой бы турбулентностью он или с какой турбулентностью он бы планетарно не предполагался, но для вас очень добрые энергии идут. Хочу пригласить вас попутно на свой сайт прочитать гороскоп планетарный по части ноября. Я там более подробно описываю каждый знак и энергии, которые будут воздействовать. Карта башня, но это не та башня, которая в колоде Таро. Разрушение. Нет, это наша цитадель, это оплот. У кого-то вопросы конкретно жилища. Может быть, жилье вы что-то там улучшаете, мои дорогие, или готовите, может быть, уже где-то к праздникам последующим хотите сделать какой-то косметический, может быть, ремонт, поменять мебель. Ну, еще какие-то у вас там задачи домашние стоят. По этой карте мы проводим важные согласования, подписываем важные документы. И есть еще такой момент, когда вы можете захотеть менять окружение. И у кого-то через смену статуса на работе будут приходить новые возможности. Может быть, это будет вам что-то и предложено. Возможно, это вопросы работы, которые будут связаны с переездами, поездками. Карта птицы иногда говорит: птица, все же пространство какое-то предполагается, когда вот вам придется пространство преодолевать. И в результате этого у вас появляется больше возможностей на работе. Это я к чему? График работы у кого-то может меняться, или как релокация офиса, или вашего места постоянной работы. И, кстати, у кого-то проиграется, когда я хочу, наоборот, найти работу на дому, или работать вообще из любой точки мира, и вы будете примерять на себя, какую возможность я бы сейчас хотела или хотела использовать, или, может быть, чему-то обучиться. У кого-то в центре внимания будет и такой вопрос стоять. Или когда вы хотите посредством, может быть, интернет, если уже мы говорим о пространстве, эфир – это еще и интернет. Каким образом я могу зарабатывать как раз деньги, не выходя из дома, может быть так. Или какая-то еще концепция. По аркану башня могут проходить высокие чиновники, важные согласования. Но что бы это ни было, вы укрепляете собственные позиции. Хотя и в этот промежуток времени, последней декады ноября, у вас достаточно прочная позиция, мои дорогие львы и львицы. Здесь можно не суетиться. Аркан ключ. С самыми разными людьми вам придется общаться. Может быть, даже, вот я сказала, вы захотите поменять окружение. А здесь могут и обстоятельства складываться так, что больше общения будет с теми людьми, которые выше по рангу или выше на ступень, а то и две, ну, может быть, и еще больше, именно по служебной лестнице. Вы захотите строить карьеру и, может быть, какие-то важные согласования или о себе заявить, мои дорогие. Найти ко всем ключи у вас получится. Очень добрые карты, и здесь я вижу однозначно больше плюсов на эту
10-дневный, на этот 10-дневный период, мои дорогие. Перекладывайте на себя, какие задачи вы перед собой ставите, каковы реальные возможности. Но ведь здесь что-то в спокойном ритме, с одной стороны, с уверенностью и надежностью у вас развивается как раз в преддверии последнего месяца уходящего года. Давайте узнаем, Таро неожиданность, что нам подскажет. Умеренность, кстати, да, мы с вами говорили, в спокойном ритме вот как раз нет как таковых неожиданностей. Но, может быть, кому-то из львов захочется драйва, а вот тут как раз не про драйв, тут более о размеренности, когда, ну, все идет своим чередом. Кстати, конечно, по этой карте может такое быть, что какой-то документ, он несколько задерживается, или в отношении подготовки документа существует регламент 5-7 там дней. Бывает такое. И вам просто нужно набраться терпения, поскольку это не пустое ожидание, это старший аркан. Он вообще нас призывает где-то к балансу. Но просто понимать, что этот регламент мы не поменяем. Но есть еще и такое значение гармония в душе. Это вообще, я бы сказала, порядок в душе в первую очередь. Но если мы еще и про какую-то неожиданность. Пусть не в этой колоде, мои дорогие львы и львицы, но второй иллюминатов, там как раз аркан, умеренность, он связан с тем, что мы можем столкнуться внезапно с неслучайными случайностями. Это как нам сама судьба дает фору или предоставляет какой-то новый вариант, с которым мы должны взаимодействовать. Но для этого мы еще должны его увидеть. Это что-то может быть из разряда иррационального, или когда вам придется поступать совершенно по-новому, а не так, как вы привыкли. Или когда может сложиться ситуация, когда кое железо пока горячо. И, может быть, вам придется принимать какое-то решение, совершенно вам не свойственное. Будут люди, которые вас поддержат. Но вы, я должна сказать, вы можете самим себе как будто удивиться. Но надо же, никогда от себя такого не ожидал. Вот это может быть как неожиданность. В чем же ваша сила, мои дорогие львы и львицы? Король жезлов, помните, что вы харизматичный лидер. И, кстати, все то, что я говорила, неспешно, надежно, уверенно, спокойно, размеренно. И король жезлов, он отдает указания. Он руководит больше, нежели сам с места в карьер куда-то срывается и конкретно чем-то занимается или подает кому-то пример. Нет, он лидер по умолчанию. Харизма, мои дорогие. Поэтому это к нему как будто приходят спросить совета или как правильно поступить. Поэтому роль в вашей личности, роль как ваша популярность, повторюсь, она здесь возрастает. Ваша сила, ваше влияние идет со знаком плюс и наверх. Здесь можно построить, как и новый статус совершенно, новое качество жизни, может быть, для кого-то перестать работать на двух работах, мои дорогие, а на одной как-то работе, проявив себя, или, может быть, это ваше личное дело, творчество, или это связано с каким-то вашим проектом, который тоже получит признание. Понятно, что не так быстро, но чему-то определенно вы должны уделить внимание, потому что эта концепция должна быть продолжена на потом. Плутон, как известно, который вошел в знак зодиака Водолей, это планета медленная, и поэтому эти перемены, они не в одночасье, но где-то настойчивость и умеренность может быть, умеренность в собственных эмоциях, конечно, в первую очередь, потому что правильно различить, что же это, какая-то не просто задержка, пауза, которая, ну, вынужденная, мы ожидаем, или это может быть тупик. Вот такие вопросы вы можете себе задавать. Быть честным самим собой и наперед где-то хорошая практика, потому что вы, возможно, не единожды зададите себе вопрос, это следует продолжать или это как раз как финиш какой-то. И здесь как раз вот эти энергии, такие спокойные, уверенно надежные, когда мы хладнокровно что-то видим. Может быть, для какого-то проекта, кстати, по аркану умеренности, все же это старший аркан, а рядом карта харизматичного лидера, нам и могут сказать,
что добрые дела наспех не делаются. И придется, может быть, уделять вашей теме, работе или то, что вы хотите создать, или чего-то достичь, ну, как и настойчивость, и какой-то еще период пройти вам придется тоже, прежде чем ваша история окончательно выровняется или достигнете уже какого-то плату. Давайте посмотрим. Дела, работа, бизнес, у кого-то учеба, у кого-то документы, сдача экзамена, буквально. По тройке пентаклей мы проходить можем как и жизненный экзамен, или мы учимся, проходя курсы. Может быть, напрямую экзамен, когда вы получаете документ. У кого-то этот документ может быть совершенно необходим для того, чтобы вот новую должность получить. По тройке пентаклей это жизненная какая-то тоже может быть история, когда для того, чтобы действительно отстроить совершенно новую концепцию будущего, выйти из зоны комфорта совершенно необходимо. Давайте мы немножко раскроем эту карту. Но тогда это нас всегда светлое будущее, можно сказать так, ожидает, если мы проходим этот экзамен. Правда, мне нечего добавить, вам старший аркан еще и сила выпадает. Мои дорогие девочки, вот, кстати, вы тут будете очень притягательны для противоположного пола. Всегда, чаще, по крайней мере, пусть не в этой колоде, карта женской силы выпадает. Энергетика, как у мага. И тут будет правильным, как со всеми договориться. Помимо гармонии в душе, это еще и баланс в отношениях придется держать. Но вы усилите многократно свои собственные позиции. И, по сути дела, это уже какой-то может быть, ну, как не первые ступени, а то и квантовый скачок в будущее. Что-то может решаться очень важное или стоять на кону, может быть, вы себя проявите в решении какого-то вопроса, когда никто, кроме вас, не сможет что-то сделать правильно, хорошо, как сможете это вы. Но то, что ваши позиции многократно усиливаются, или то, что вы словно сдаете этот экзамен, пусть это будет по работе, выполнение какого-то конкретного плана, задачи или конкретно поставленной перед вами работы. Может быть, это экзамен, мы говорим, значит, уже имеется в виду, что прежде мы чему-то уделяли внимание, или чем-то мы занимались, или что-то мы учили. Тогда для кого-то из вас проиграется так, что вы как раз раскроетесь, или раскроете свои таланты. Это какие-то новые возможности появляются. И, может быть, за вами как будто кто-то наблюдал. И вот теперь, в эту последнюю декаду ноября, вы как раз и узнаете, что вы, ну, к примеру, на особом внимании у руководства, пусть даже высокого руководства, что вашу кандидатуру рассматривают как вариант предложить вам что-то более высокое по статусу, такое вполне вероятно. Вот такие какие-то позитивные изменения по делам, по работе, по учебе или по документам, все в вашей власти. Как и договориться, так и нужные ключи к людям подобрать. Ну и к дверям, можно сказать, какую дверь открыть будет наиболее правильным и надежным. Вы тоже как будто чутье у вас будет работать, потому что это интуитивная карта, карта силы. Это, опять же, где-то гармония в собственной душе, но это еще и интуиция. А интуиция – это у нас интеллект и прежний какой-то опыт. Опыт, который нами оставлен не через эмоции уже, отнюдь нет, а когда мы очень хладнокровно были уже в каких-то ситуациях со знаком минуса, мы точно знаем, куда мы не хотим заново попасть. Значит, меньше ошибок мы делаем. Поэтому, будь этот экзамен буквально экзамен, будь то это экзамен жизни, вы его точно сдаете. Что же по денежкам? Нечего сказать. Карта Солнца. Именно так выглядит второй легенд. Раньше, когда Солнце выпадало, останавливали гадание и говорили: иди, у тебя все хорошо. Даже с какими-то нюансами. Понятно, без них не бывает. И у вас это выпадает на деньги. Да, это карта нашего эго, когда денег хочется, может быть, и больше. Или хочется решить какой-то финансовый вопрос. Но пусть я не могу сказать, что это будет именно в эти 10 дней. Но то, что это путь наверх или путь к Солнцу, это я могу подтвердить, мои дорогие, точно. Ведь эта карта сама по себе выбора правильного направления. И значит, вы можете в эти 10 дней определиться с тем, что вам будет приносить доход в последующем. Или какие-то очень важные для себя
составить, может быть, план минимум, план максимум, или какие-то свои важные мысли записать, обдумать, как это я могу развить, потому что вы в последующие полгода будете заниматься как раз той концепцией, которая, скорее всего, в эти 10 дней, она у вас определяется. Поэтому чего-то не упустите. Может быть, это те деньги, которые приходят, у кого-то, я могу предположить, через поддержку, через партнера. Получение денег будет в эти 10 дней. Деньгами вы останетесь довольными. Но карта Солнца, это старший аркан, нас приглашает увидеть немножко шире горизонт, немножко дальше свои возможности. Потому что вот эти полгода карта выбора правильного направления, аркан Солнца идет. И для вас это будет очень важно, потому что успех, он должен быть не сиюминутный, а он должен быть надежный. И у вас, кстати, по остальным картам, нам об этом уже и сказали. Личная жизнь. А в этой колоде это туз мечей так выглядит. Вообще это может быть известие, находка, предложение. За вами могут и наблюдать, или это может быть какое-то важное решение. Не назовешь, конечно, мечи, ну, картой страсти, как минимум, это точно. Но я называю ее выход из лабиринта, когда прежде было что-то непонятно, а здесь словно открывается оно или проясняется какая-то обстановка. Вот у вас и по части личной жизни тоже что-то может проясниться. Давайте я добавлю карт. Мы все, безусловно, разные. Что нам расскажут еще, чего может это касаться? Ага, тут карта император. Тут хочется поступить по-своему. Вы можете столкнуться с таким человеком несговорчивым. Император, у него позиция жизненная такова, что есть два мнения, мое и неправильное. Вы, кстати, сами, мои дорогие львы, можете находиться в этих энергиях. И даже если меня смотрят девочки, карта силы, вы будете словно в мужских более энергиях. Хочется на своем настоять или сделать как-то по-своему. Может быть, и есть какая-то концепция, которая вам попросту надоела. Не случайно туз мечей выпадает. И раз он выпал, значит, какое-то важное решение вы будете делать это наверняка. Может быть, это у кого-то важные согласования по части личной жизни, подписания документов или какие-то договоры. Мы, кстати, можем пересматривать даже брачные контракты. Мы в этот период можем пересматривать и контракты по работе, какие-то важные соглашения. Мои дорогие мужчины, ну вы, видимо, эти энергии прочувствуете вдвойне сильнее, потому что аркан сила ведь на вас тоже влияет. Нас призывает просто всех одинаково, как и львов, так и львиц, держать гармонию, баланс в собственной душе. Потому что энергия, напомню, как у мага. А маг это у нас великий манипулятор. Но это огромные возможности, которые вам дает пространство, Вселенная и ваша судьба. Чего-то важно не упустить. Тем более с арканом Солнца, да еще и в личной жизни аркан Император. Вот вы будете первую скрипку играть во всех сферах жизни, мои дорогие. Поэтому, может быть, и карта вам выпадает. В чем ваша сила? По сути, харизматичный лидер. Ладно, нечего доставать, правда. Давайте карту совет. Вот посмотрите, карта мир так выглядит. Нам что-то может не нравиться. И здесь нам словно дракон, динозавр, ну вот какое-то существо смотрит на себя в зеркало и ужасается на самом деле. Что-то может не нравиться или ну, какая-то реальность вам может открыться, тем не менее. А на самом деле, мои дорогие, эта карта может говорить о мире, о согласии, о том, что какие-то возможности у вас появляются. Вы можете в себе сомневаться, вы можете тень на плетень именно для себя самого или самой наводить. Или будете думать, я недостаточно хороша или недостаточно хорош, хотя это не очень вам свойственно. Но вот какая-то ненужная глубокая философия, когда мы начинаем в себе разглядывать или искать какой-то негатив. А нам карта как раз говорит, да вообще все прекрасно. Мир, спокойствие. Не бойся чего-то, что ты представляешь как-то иначе. Ты прекрасен или прекрасна. Вот в том
виде, в том качестве, с теми своими особенностями, какой или какая ты есть. По карте мир нет ничего невозможного в плане наших достижений. Конечно, это мир, гармония в душе, нам еще раз подчеркнула карта. Но вообще это результата еще карта. Прекрасного результата. Для кого-то проиграется, что вы собираетесь переехать или вы засобираетесь, будете рассматривать варианты о переезде. Или кто-то начнет учить языки, потому что у вас новые какие-то, ну, планы появятся вот как раз в эти 10 дней. И вот этот экзамен не случайно вам выпал. Это ведь может еще и ознаменовать как раз то, что вам будет интересно какое-то новое направление. Или буквально работать, как я говорила, из любой точки мира. Или увидеть мир, показать себя миру, может быть, тоже. И опять же, нет ничего невозможного. Не бойтесь мечтать, мои дорогие. Здесь, если и стоит чего-то бояться, то только глубокой философии на мелком месте или какого-то ненужного самокопания. Вот такой период. Будьте уверены в себе, но будьте дипломатами. Перекладывайте на себя, мои дорогие львы и львицы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.